Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Инспирационе. Таро расклад. Перемены в личной жизни. Новое знакомство. Состоится ли? Будут ли новые люди в вашей жизни вообще? Новые отношения. И всегда, раз мы расширяем диапазон, дистанцию, да, мы готовы к общению, ну, значит, мы где-то готовы уже впустить как и новых людей, так и новые отношения. Давайте мы с вами сделаем такой таро-расклад и останемся, конечно, реалистами. Не загадывайте больших сроков. На мой взгляд, может быть, недели 3, ну или месяц. Я буду благодарна вашим комментариям, если этот формат интересен. Мы лучше будем повторять, допустим, раз в 3 недели или месяц. Но жизнь наша, на мой взгляд, очень скоротечна. И поэтому нет смысла загадывать куда-то далеко. Потому что и тенденции, даже астрологические, мы же смотрим общим раскладом. А каждый из нас находится в своих каких-то энергиях. И, допустим, сегодня подсказка для одного, завтра для кого-то другого, может быть, да. И вполне вероятно, у каждого своя. За плечами может быть история. Ну, давайте мы сделаем сигнификацию. Что нам о вас расскажут карты, кто вы, что у вас сейчас за период жизни вообще? Ух ты, тут все серьезно. Ну, я должна сказать, что, конечно, мой канал больше смотрят женщины. Это, ну, где-то 70%. Есть и мужчины. Кстати, если меня смотрят мужчины, вот вы смотрите на новые отношения, а у вас выпадает тогда карта императрицы. Карта императрицы – это семейная карта. Значит, у мужчин есть семья. Пусть семьи как таковой де-факто сейчас, предположим, нет. Но, тем не менее, отношения какие-то есть. Есть дети, пусть это даже взрослые дети, но какая-то предыстория, она имеется. Вы не можете сказать: нет, этого в моей жизни не было. Это есть, это присутствует. То же самое, мои дорогие девочки. У вас могут быть и дети, и помладше, может быть, и взрослые дети. Есть определенная мера ответственности. И самое главное, вы их любите. У вас есть любимые люди. И вы сами, вы настолько статусная женщина, настолько ресурсная, что вам, ну так вот, пусть это первая карта, но вам очень сложно найти партнера, ведь это правда. Потому что вы видите жизнь многогранно. Вы не готовы на лишь бы что. Вот в Беларуси мы так говорим. Когда, ну правда, тысячи каких-то неопределенностей. Когда ты свою жизнь создала уже, может быть, с нуля, из руин каких-то поднялась, и ты понимаешь, чего это мне стоило. И рисковать вот так вот с места в карьер на непонятно что, конечно, нет. Кроме того, по аркану императрицы кто-то из вас самодостаточная женщина, которая зарабатывает сама на себя, знает, как обустроить свой дом, как обустроить свой быт. В принципе, вы довольны сами собой, понимаете? Понятно, что у каждого есть тысяча каких-то сложностей, но куда без них или каких-то проблем. Но самое главное другое, вы умеете их преодолевать. Есть определенный момент вашей надежности, настойчивости, и на вас могут как раз, вы желанная женщина, если мы говорим о вас, мои дорогие девочки, вы желанны, потому что люди считывают противоположного пола вашу ресурсность. И поэтому тут и себя как бы рангом ниже не поставить, понимать, кто человек вашего круга, мне хочется сказать, ведь вот изначально карта о статусе. Ладно, давайте пойдем дальше. Или, может быть, даже в ваших планах. И вы тогда планы, может быть, это творчество, это ваше развитие, учеба, может быть, у кого-то путешествие. Ну, есть сфера интересов. Вы не собираетесь это взять вот так вот, перечеркнуть, потому что там кто-то вдруг материализовался. Что у вас еще нам расскажут? А вот и правда. У вас есть какие-то еще, может быть, в каком-то контексте незавершенные отношения, может быть, зависшие отношения. Вы уже смотрите это видео, потому что прежняя история, ну там понятно, никуда не идет, не развивается. Или, может быть, и за плечами есть брак, а может, после брака еще какие-то отношения. И какое-то, хочется сказать, фиаско. Это не то, что явная фиаско, а это то, что, ну, как-то оно вас не вдохновляет, когда не приносит вам стабильности, а для вас самое главное понимание от противоположного человека, если уж мы говорим о чем-то серьезном, надежном, а тут нет.
тут какие-то взрыв эмоций или уход в какую-то тишину или на какую-то глубину человек, может быть, погружается своего восприятия, своих там тоже желаний. И вроде бы по этой карте и есть какая-то активность, может быть, и отношения в прошлом, они тоже развивались, и было что-то обещано, вы даже могли вместе строить планы, а потом вдруг раз, и вот как будто ничего не было. Остается вот это послевкусие, когда вы понимаете, да елки-палки, я вот такого точно больше не хочу. Но явно это еще пока не завершено. Ладно, кто вы, давайте посмотрим еще. Вот точно у кого-то отношения предыдущие стоят на паузе. Не пру и не но, и не туда, и не сюда. И пауза затянулась, и, может быть, именно из-за паузы вы смотрите это видео и думаете, как меня все это достало. То какие-то качели с какими-то непонятными эмоциями, а вы-то сами человек стабильный, то потом какая-то пауза, и непонятно, что там думать, я сижу, додумываю, и только в догадках, да, что ж там может происходить. Вот это вас все не устраивает. Вот в данный момент же жизни вы смотрите видео, я могу точно сказать, основной ориентир для тех, кто, наверное, останется смотреть дальше. Вот все то, что я сказала по аркану колесница и незавершенные отношения. Они-то вроде бы и завершились. Или пауза очень длительная, ну, в вашем понимании. Но, тем не менее, сказать, что вот вы уже сказали друг другу «прощай», помахали рукой, нет. Вот посмотрите, вот уже третья карта выпадает и говорит о прежней истории, которая тянется у кого-то годами. У кого-то, мои дорогие девочки, может быть и так, когда прежний брак. Может быть, ваш супруг или, может быть, партнер, с которым тоже многолетняя история связывает. м, Остались вот какие-то все равно, у кого-то даже дети могут быть. И не важно, что отношения не оформлены, так тоже бывает. То есть эта история, она есть и тянется, опять же, очень длительный период, но она не перешла в какую-то платформу, вот, да, или базу отношений, или то, что мы говорим на законных каких-то основаниях. А вот все время какое-то вот непонятное состояние. Не то мы вместе, не то мы врозь. И вас вот вы просто замучены периодом ожидания. И вы сейчас, может быть, даже предвосхищаете, что вот эта пауза где-то вот-вот может завершиться. Ведь меня смотрят это точно люди мудрые, люди, которые познали все тонкости психологии человеческой, жизнь заставила, хочется сказать. И вы понимаете, может быть, такая пауза у вас уже в ваших отношениях. Мы ведь говорим о том, что да, опыт есть. Явно пауза была и прежде, но потом эта пауза она как бы ознаменовалась новым всплеском отношений, или человек начал возобновлять, может быть, и вы возобновляли прежде, шли на мировую, или пытались вот эту паузу как-то свести к нулю. И я могу предположить, туз кубков, тут будет двояко. Либо отчасти вы понимаете, что человек вот-вот может заново появиться в вашей жизни, может быть, вы периодически каких-то, ну, как контактируете, говорите, и вы уже изучили этого партнера прежнего, и вы знаете, да, была пауза, потом опять какое-то дежавю, и вам уже самим тоже не хочется, хочется вот в тот момент, когда вот это вдруг начнется, да, по тузу кубков, старые песни какие-то о главном, но ничего нового. Проблемы были в отношениях, и вы понимаете, они никуда не делись, потому что, возможно, это с мировоззрением человека связано. Невозможно, вы уже ну, знаете все об этом человеке настолько, может быть, лучше, чем он сам. И поэтому вы смотрите на перспективу. Перспективы вы не видите. И до того, как он материализуется, вам уже хочется тоже с чем-то определиться. Давайте достанем последнюю карту, чтобы какой-то итог подвести. Ну да, у кого-то был брак. И все то, что я говорила, король кубков– это либо наши близкие, может быть, совместное длительное проживание. Ну, тут у каждого по-своему, может быть, и то проживание, которое, пусть даже, знаете, как дистанциями длилось. Какое-то время вы вместе, потом вы расстаетесь, да, вот такое вполне вероятно. Потом вроде опять что-то возобновляется. Вот такая непростая история, которая, мои дорогие, вас замучила. И обратите внимание, хорошо, вот нам буквально карты показали короля кубков. И что? Король кубков– это всего лишь король, а вы императрица.
мои дорогие мужчины, это вот та важная женщина, которую вы не можете исключить. Будьте честны сами с самим собой, потому что, может быть, это вы уже готовы возобновить прежние отношения. Поэтому смотрите это видео и думаете, или я попробую сейчас взять какой-то реванш, или, может быть, правда идет по судьбе. Ну, мы ведь предполагаем, правда? Вот, идет мне по судьбе какая-то другая женщина, как другая партнерша, как новый человек. Ну, это то, что нам показали, ваша история. Я думаю, что вы уже сделали выводы. Подходит вам наш прогноз, эссе такое, да, или нет? Итак, что же там? Готовы вы к новым отношениям? Вот давайте мы спросим так беспристрастно. Вы, лично вы, готовы на сегодняшний момент или нет? Ну да, по тузу жезлов хочется, понимаете, тактильной любви. Вот я могу сказать. Ну вот неважно, для обеих полов. Для и девочек, так и для мужчин. Не хочется вот этих качелеобразных отношений. Не хочется, может быть, и недопонимания. Не хочется какой-то паузы. Самое главное, не хочется хитрости. Что одним, что вторым хочется определенности. Может быть, и были какие-то манипуляции. Вот явно в предыдущей жизни были какие-то манипуляции. Либо это партнер, либо где-то и вы, может быть, тоже в какой-то момент поняли, что, ну, ждать чудес не приходится, поэтому мне нужно сохранять себя. И если я чересчур залипну на этого человека, ну, тогда вообще пропало. Вот где-то так. Готовы ли вы? Да, но вы готовы только к серьезным отношениям. Вот других вы не рассматриваете, это точно, потому что манипуляциями, каким-то периодом ожидания, сыты по горло или какой-то игрой. Вам, может быть, вы приходите к выводу, что да, были иллюзии, или было то, что хотелось верить, может быть, но в итоге-то это одно дело, мы хотим верить, да, а есть какая-то реальность. Она идет в таком ключе, независимом от того, чего мы хотим. Может быть, мы и желали бы продолжать искренне, честно, но не все от нашего желания строится. И вот теперь вам хочется, если мы спросили, готовы ли вы к новым отношениям, то нам говорят да, но только к тем отношениям, которые искренне, честны, и те, которые, вот как я сказала, тактильные, те, которые не похожи на интернет-знакомства или на какие-то виртуальные обещания, или периодические встречи какие-то. Есть такой момент, который говорит, что мне хочется эту грустную историю с вот непрекращающимися какими-то качелеобразными отношениями завершить навсегда и больше никогда не попадаться в подобную ситуацию. Вот почему-то не все так просто. Оно и правда, мы часто мечтаем о надежном партнере, и, встречая человека, мы перекладываем наши ожидания, как будто это и есть на самом деле. Мы наделяем людей теми качествами, которыми в реальной жизни они не обладают. Но потом прозрение наступает. Хорошо. Что же за человек? Будет ли он? Давайте посмотрим. Будет ли этот человек? Шестерка монет. Называют эту карту как помощь высших сил. Будет ли человек? Тысяча неопределенностей. Где-то мы можем сказать, что карты дают подсказку. Вот ты пока не завершишь прежнюю историю. Сложно, да, сложно. Ты не можешь четко пока собой как будто располагать. Потому что в любой момент появляется прежний персонаж, и тебя ничего не останется, как переключиться на прежние отношения. Или есть еще какие-то незавершенные вопросы, когда тебе придется решать, может быть и так. Вы знаете, до того, как вы пока, по крайней мере, не разберетесь с прежней историей, все карты нам показывают, будут какие-то сложности. Или словно пространство, Вселенная, ведь это иногда карта как помощи ангелов или помощи высших сил, я сказала. Так вот, высшие силы буквально вам как подсказка. Видимо, для себя самого нужно все же какой-то откровенный разговор провести. Или даже если человек, допустим, не идет никаким образом на контакт, или контакт не получается в виде откровенного разговора, тогда нужно знать, что да, эти отношения не идут никуда. Вот как по пятерке Пентаклей это недостаток взаимопонимания, словно игра в одни ворота.
Я уже от этого ухожу. И для себя, видимо, решить, причем это не просто так решить на уровне чувств. Или было бы неплохо, а дальше я буду выбирать. Нет, вот до того, как вам пространство, может быть, откроет возможность новых отношений, вы должны определиться со старыми. Или понимать, что даже если придет новый человек в мою жизнь, и вдруг воскреснет какая-то прежняя история. Во-первых, и в новых отношениях нужно быть честному. Не должно быть какой-то путаницы, не должно быть недостатка. И самому не замечтаться в отношении и нового человека, но и с другой стороны быть готовым открыто сказать, что да, допустим, у меня есть семья, у меня есть дети. Начать с главного ваши отношения. Нам ведь так и не сказали. Что же это за человек? Ну, давайте мы спросим немножко по-другому. С чем может быть связано ваше новое знакомство? И вот карта нам переворачивается по судьбе, как будто, знаете, у Бога все готово. Вот есть такая поговорка. Двойка кубков говорит о том, что отношения в паре. Есть тот человек, который действительно может прийти в вашу жизнь. Не показывают пока одна карта. Вполне вероятно, он появится как-то случайно. Давайте узнаем. И у кого-то, посмотрите, как только вы подводите, может быть, итоги, вот тоже ведь итоговая карта, прежним отношениям сразу появляется новая. У кого-то карта «Мир» будет говорить, вы его встретите незаметно. Незаметно я имею в виду как? Вы можете быть в путешествии, вы можете ехать в транспорте, куда-то перемещаться на далекий километраж или в поезде, в самолете, где угодно. Все же мир– это и пространство, это и вселенная, это где-то и интернет, кстати, может быть, и интернет-знакомства. Но тут будьте аккуратны, потому что мне сложно судить, но интернет– интересное место, оно, конечно, дает возможность познакомиться. Но я так предполагаю, что нужно быстрее переводить в какой-то реальный формат. И помнить о том, что, ну, все же себя сохранять нужно. Там ничего не стоит людям выдавать себя за бог весь кого. А в реальности оно все как-то иначе. Но почему бы нет? Потому что это реалии нашего современного мира. Поэтому именно мир, пространство, вселенная, перемещение, изучение, кстати, языков. Или изучение как какого-то нового направления, как каких-то новых цифровых технологий, когда вы оказываетесь в новой общности людей, в новой среде, когда и вы где-то мыслите, вам, кстати, это может помогать. Именно помогать, потому что банально, когда мы учим язык, наш мозг начинает работать по-другому. Мы как будто перемещаемся с прежних своих, ну, может быть, даже разочарований или с прежнего хода мысли, хочется сказать. Мы перемещаемся в иную плоскость. Это сложно уложить в какую-то словесную форму, но правда, когда мы чем-то увлеченно занимаемся, нас это здорово меняет. Для нас самих совершенно незаметно. Но эти перемены, они часто видны даже внешне. Ну, просто для нас это происходит постепенно, и поэтому мы этого не видим. Поэтому какой-то человек, какой-то союз, как взаимный интерес. Ведь все же по двойке кубков идут искренние отношения. И это может быть искренний интерес, когда вы что-то либо изучаете, либо вы вместе оказываетесь в конкретной местности. Ну, может быть, кто-то и на отдых поедет, почему нет? И все же, откуда к вам может прийти человек? Вот посмотрите. Тут такое единение души, которое, ну, не сразу, наверное, складывается, а по тузу мечей это может быть и ситуация, знаете, вот действительно, как в дороге иногда бывает, мы едем, случайных попутчиков встречаем, и нам ничего не стоит просто завязать беседу, мы легче это делаем, чем с друзьями, знакомыми. Они нас знают, нам надо все начать рассказывать, что-то объяснять, а в дороге нет, новые люди. Человек делится чем-то своим, вы делитесь чем-то своим, и каждый настроен на легкость. В том плане, что мы допускаем, что человека видим первый и последний раз в жизни. Вы можете даже обсуждать что-то, обсуждать и даже спорить. Вот первые шаги, да, если мы спросили, что за человек, откуда, каким образом он может появиться в вашей жизни. Так вот, по тузу мечей мы можем спорить, потому что, ну, не явный такой спорт до конфликта, нет. Тут ведь выход из лабиринта. Поэтому вы можете просто тему какую-то обсуждать. И вы свое мнение говорите, или как вы относитесь
к чему-то, может быть, к какому-то факту. Я не знаю, может быть, вы будете обсуждать вообще какую-то глобальную историю, да, или историю мира, или какой-то общий разговор завяжется, будет именно интерес. И в споре, говорят, рождается истина. Но тут не совсем спор, а именно какие-то прения, когда этот лабиринт будет пройден. Вот буквально так. Хорошо, что же за человек новый. Тут непростой человек. Это тоже человек готов сказать открыто правду, кстати, точно так же, как и вы. Я могу сказать, что человек очень осторожно будет относиться вообще к новым отношениям. Где-то и вы можете быть в таких же энергиях. Вполне предполагаю, что вы в этом будете похожи. И 2 меча, да, для вас какой-то выход из лабиринта может быть, в каком даже плане, когда может быть желание, знаете, выплеснуть все то, что вы думаете по какому-то вопросу. Причем вот этот выплеск эмоций, может быть, вы сдерживали себя, а здесь вот этому случайному попутчику или, ну, вот это может быть любое место. Не обязательно, как я сказала по аркану мир, это какой-то транспорт, ну, любая обстановка. Но понимаю, что вот меня абсолютно ничто не сдерживает. Я могу свое мнение высказывать. Вы высказали свое мнение, человек точно так же высказал свое мнение. Ну да, вот 2 меча, как будто вы друг друга дополняете, а после этого идет туз пентаклей. А это возможность. А это именно вы можете через откровенный разговор понять, насколько вы похожи. Или, знаете, вот что-то неуловимое, то, что вас может связывать. Вы, по сути, это интерес, который зарождается даже, может быть, с какого-то спора или с откровенного разговора, беседы, когда ни один, ни второй не настроен на то, чтобы, ну, как-то понравиться или произвести впечатление. Ни разу. Вообще. Ну, наверное, вы похожи еще и тем, что каждому хочется правды. И каждому хочется стабильности. Давайте спросим дальше. Какой интерес у человека к вам? Какой интерес у него к вам? Какой у него интерес? Вот поначалу такой интерес. С одной стороны, понимание, что наше знакомство мимолетное, оно вот-вот закончится. Но, может быть, в процессе разговора приходит уже понимание, что я проговорил какую-то тему больную, и мне стало легче. Ведь это 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это аркан завершения. Может быть, жалко терять такого попутчика, собеседника. Что-то вот неуловимо общее есть, то, что вас сближает. И у кого-то, если мы спросили, какой же интерес, а интерес– боязнь потерять. Боязнь потерять даже того человека, которого встретил случайно. И что-то подобное можете вы тоже испытывать. Вы можете прочувствовать, что с этим человеком я могу говорить откровенно. Я не играю какую-то роль. Я не стараюсь как бы угодить или быть удобной, или, опять же, произвести впечатление. И что-то подобное может чувствовать человек. Вы оба, с одной стороны, готовы завершить, то есть вот какую-то встречу, может быть, мимолетную, и в то же время вы готовы ее перевести на новый уровень. Это как будто мне не надо и надо мое одиночество. И вроде бы люди цельные, да, вот где-то вы подстать друг другу, мы с этого начали. Но и с другой стороны, все равно уже есть к этому времени понимание, что да, когда ты сам немножко по себе, ты более, ну, лучше управляешь своими ресурсами. Но есть и другие моменты, которые не совсем про ресурсы, когда у тебя есть такой человек, который тебя понимает, на самом деле это уже счастье. Хорошо. Какой у него интерес к вам? Ну, я уже говорила, по девятке мечей у каждого свои страхи, у каждого какой-то свой момент, когда нужно себя преодолеть. Каждый думает о том, что а не будет ли эта новая история опять какой-то затянувшейся ситуацией, когда ничего не меняется. Но, видимо, желание перемен, опять же, второй аркан– трансформация. Но если карта 13-го аркана– смерть, повторяюсь, это не про смерть, это трансформация и завершение.
И есть такое значение, как возрождение, освобождение. Освобождение от какого-то гнета, от разрушительных ситуаций, от того, что затянулось и тянется бесконечное количество времени. Так вот это сама по себе информация, трансформация, мои дорогие, она вот в каком-то рывке, в какой-то скорости, быстроте. Восьмерка жезлов– это именно трансформация, когда мы набираем темп. И я так могу сказать, что каждому жалко терять случайного попутчика, если это именно попутчики. Или где-то не хочется потерять этот контакт, потому что что-то вот это неуловимое, что вы прочувствовали, вас сближает. И это будет одновременно, как и 13-м арканом трансформации и перевод отношений на продолжение, по крайней мере. Мы не говорим про какой-то уровень, хотя уровень тоже предусмотрен по этой карте. Вы можете и, кстати, какую-то информацию получить, может быть, находясь вместе. Какая-то внезапная новость вы можете прочитать, услышать, и это тоже вас где-то может объединить. Я такое допускаю. Вам хочется реальности. Вам хочется, может быть, это будет разговор какой-то важный или кем-то из вас брошенная фраза, когда вы поймете, есть не только что-то общее из прошлого, у каждого из нас истории похожи, а мы как будто умеем смотреть в одном направлении. Нас объединяет именно словно одно направление или одна какая-то организация жизни. Вот я говорила, тактильной чувствительности хочется. Хочется реальных отношений, а непонятно как на горках каких-то, то вверх, то вниз или на каких-то качелях. Ведь королева монет– это та, которая из любого хаоса умеет создать порядок. Вот вам хочется порядку. И тому человеку, которого вы встречаете, тоже. И вот такой интерес. Кто из вас сделает первый шаг? Давайте узнаем. Я могу сказать по всем картам, которые выпали. Если что-то подобное происходит, знаете, надо, правда, узнать человека поближе. Но перед этим нужно расширить горизонты своего общения. Подумайте, мои дорогие. Итак, кто же из вас сделает первый шаг? Ну, конечно, мужчина будет инициатор. Вы можете, кстати, друг к другу и подходить, но пусть вы знаете совершенно разное, говорите на разных языках. Но посмотрите, император, императрица. Какое-то случайное знакомство, которое вами даже не запланировано. Нет, вы планировали, вы как раз и хотели, мечтали, может быть, кто-то интуитивно даже чувствовал. Поэтому вы можете познакомиться в совершенно какой-то, ну, той обстановке, которая вроде бы как и не располагает. Это не есть какой-то там ресторан, кафе или что-нибудь другое. Нет, потому что тут именно вы сразу с первой минуты как будто узнаете друг друга. Или в какой-то ситуации в такой вы оказываетесь. И инициатива, конечно, мужчина. Ну, по крайней мере, это он может попросить там, допустим, телефон. Или давай продолжим наше общение. Но инициатива исходит от мужчины. Хорошо, это нам с вами уже сказали. Давайте спросим, будут ли проблемы, какие-то трудности, препятствия в ваших отношениях? Колесо фортуны. Но тут сама судьба вам помогает. Правда? Нечего сказать. Это отношение как по судьбе. И мы можем думать, что, может быть, вы и чувствуете, кстати, вот вы сейчас первый вот ряд этих карт, которые мы с вами посмотрели. Но, видимо, все-таки определиться с какой-то первой историей вам нужно. Или вот предыдущей историей, да. Может, этих историй в вашей жизни. Меня ведь разный возраст смотрит. И у кого-то такой список из этих проб и ошибок, увы, но мы все равно идем дальше. Мы должны быть счастливы. И неважно, сколько нам лет. У молодости не бывает возраста, мои дорогие. И тут действительно мы как будто за одну жизнь проживаем несколько, вот по фортуне, по судьбе мы говорим. Сейчас вот это колесо, оно как идет наверх. И вот обратите внимание, в этой колоде нам мужчина именно показан как хранитель семейного очага. Он и император. Это та ситуация, когда мужчина, ну вот какая-то трансформация происходит. Не хочется упускать.
И он понимает, что мне нужно брать на себя ответственность. И человек-то сам по себе ответственный. Но нам уже и сказали, что вы именно этого хотите вдвоем. Нам не показывают по этой карте, какие проблемы и трудности. Сама по себе карта, колесо фортуны, тут что-то будет меняться. Меняться и в обстоятельствах. Тут вообще невозможно предсказать что-то. Но, наверное, самое главное значение выпало. Это император и императрица. Вы подстать где-то друг другу. И с колесом фортуны здесь именно единение души вас заставит, словно заставит, или вы пожалеете, ну, будет жалко именно терять какие-то отношения, потому что уже есть, опять же, прошлый опыт. Вы понимаете, если судьба дает возможность сегодня, завтра ее может не быть. У каждого есть опыт. И в данном случае минусовый опыт для вас великое благо. Значит, все то, что вы прошли, это было не случайно. Во что перерастут ваши отношения, хотя нам уже, в общем-то, где-то сказали, что они имеют серьезный характер. Но будут еще очень много тех тем, когда вам придется рационально, вот так холодно совершить. Может быть, и какие-то отношения предыдущие подвести к финалу. Да, может быть, еще и вот это перерастание в новую историю, оно тоже такими робкими какими-то шагами может идти. Но то, что мы спрашивали, будут ли новые знакомства, основная тема нашего расклада или прогноза, да, оно будет. Но здесь, смотрите, нам опять же где-то, можно сказать, двое показаны. Со стороны женщины королева мечей. С одной стороны, вам, мои дорогие девочки, будет сложновато, потому что вам перевести отношения в другой формат, для вас это будет еще сложнее, чем для мужчины. Вы самодостаточная, с этого все началось. У вас есть еще и свои честолюбивые планы, амбиции, и вы не собираетесь это взять и все завершить только лишь потому, что произошла какая-то встреча. И определить, сколько банально времени на свои продвижения или на то, что, к чему вы стремитесь, как это совместить с тем временем или с тем форматом отношений, как подвести какую-то прежнюю, может быть, историю, хотя все же я повторюсь, карты ведь нам сказали, что мы должны уже мысленно поставить как минимум твердую точку в прежних отношениях, иначе мы себе можем значительно осложнить жизнь. Вот этот момент тоже примите во внимание, иначе вы можете оказаться как перед выбором, и очень сложным, и будет какая-то путаница. И человек тогда может от вас закрыться. Тут нам показывают те отношения, которые могут строиться только на правде и искренности. Для человека будет именно ваша, если какая-то закрытость или неготовность, она может стать определенным препятствием. Тут такие отношения, когда вроде выбор надо делать, а может быть и выбор делать не хочется. Вот действительно, мне и надо, и не надо мое одиночество. Причем со стороны девочек, вас, мои дорогие. Ну вот так неоднозначно. К чему все идет? Примите этого внимание. Пока мы не закрываем какие-то свои прежние гештальты, ну, нам кажется, с приходом нового человека все решится. Ничего подобного. Этот Гордиев узел только затянется крепче, и потом пойди разбери. И если мы говорим, к чему все идет, опять же, семерка жезлов. Это воздействие извне. Может быть, это вам, вы считаете, нужно как-то эти отношения, и для вас будет сложно. Объявить, например, своим детям, если таковые имеются, или как-то обозначить ваши отношения среди ваших знакомых. Решиться, может быть, на первый шаг, когда вы вместе появляетесь. Вот есть вот такой вот момент, что он тоже от каждого из вас потребует определенных энергий. По крайней мере, это сделать непросто. Но к чему же идут ваши отношения? Далеко мы не бежим. Ну, давайте хоть пару карт мы с вами достанем. Я думаю, достаточно и одной. Я называю эту карту «Праздник после победы». Это когда вся семья в сборе. А лучший враг хорошего, поэтому я больше не достаю. Правда, нам ведь карты очень честно сказали, что нужно подвести прежнюю историю под какой-то единый знаменатель. Нам сказали, что все это не так просто. Вы каждый испытываете сложные эмоции, да. Тут трансформация как двойная проходит. Есть и то, как это сделать публичными ваши отношения. Тоже это некоторый барьер, который вам нужно будет преодолеть. И, как я сказала, для вас, мои дорогие девочки,
это может быть сложнее. И я не знаю, по каким причинам, но тем не менее, если мы просто смотрим с вами карты и прогноз, ведь каждый сам руководит своей судьбой, давайте будем честными и откровенными. Но четверка жезлов — это как 4 столпа. По этой карте общий дом идет, общее хозяйство, уверенность в отношениях. По сути дела, это все то, что мы в самом начале с вами рассматривали, чего вам, как вам не хватает. Не хватает вам и возможному человеку, которого вы можете встретить. Это не просто смотреть в одном направлении, а это когда быть уверенным в дне сегодняшнем и одновременно в дне завтрашнем. Но все же я напомню, прежняя история вами должна быть подведена к какому-то итогу. Иначе вы сами можете создать вот эти качели, а с учетом девятки жезлов я могу предположить, что и человек, прочувствовав, что вы как чего-то не договариваете, или, может быть, оценит это как фальшь, хотя фальши и не будет. Но человек, он ведь тоже там где-то уже грабли нашел. И тут нельзя быть, знаете, во всем уверенным. Если вам судьба посылает такое знакомство, не должно быть никакой игры. Тут предельная откровенность. Иначе как будто эти отношения легко разрушить. Вот есть такой момент. Королева мечей и девятка жезлов. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я буду благодарна вашим комментариям. И если формат этого видео вам интересен. Сегодня нам одну историю рассказали. Ну, может быть, через какое-то количество времени, сколько там, 3 недели, месяц, мы повторим, и нам карты раскроют. Или продолжение, или какую-то иную историю. Пишите. Мне всегда интересно читать ваши комментарии. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.